Я начала сюжетную линию Kingdom Come 28 марта. Закончила его 26 апреля. Назревает логичный вопрос, каким же образом 40 часов сюжетки растянулись на месяц? А вот почему. Kingdom Come — это уникальный проект. Я бы сказала, что он похож на твоих родственников. Ты их любишь, но в определенный момент времени хочешь, чтобы они самоуничтожились. Дело не в самом сюжете или графике или диалогах. Дело всего лишь навсего в забагованности системы. Опять же, я играла на Соньке, поэтому говорить я буду именно про Соньку. Дорогие мои, такого количества багов, глюков, ошибок и стресса я не испытывала никогда. Началось все с сюжетного квеста, где мы бухаем с церковником. Мы можем не бухать, но я выбрала бухать. Сцены были эпичны, и на утро он просит нас провести литургию за него. Я увидела, что шкала голода была почти заполнена, и буквально отошла на пару метров, чтобы купить капусту. И через пару секунд задание становится провальным. Хорошо, провальным так провальным, однако именно с этого момента началось мое веселье. Я не зафиксировала внимание, что задание можно перепройти в меню, однако даже это мне не помогало на последующих ситуациях. Но давайте продолжим. Если у вас провален такой вариант задания, то в журнале указано, что можно пойти по другому пути. Так как я еще плохо разбиралась, кто есть кто, а на карте не было пометок, то я полезла, конечно же, в интернет. Мне нужно было найти пана Рацика, либо Гануша. Рацика не было вообще нигде. Ни в Ротае, ни у себя в другом городе, его не было нигде. Они еще любят перемещаться, однако я потратила почти весь день именно на него. После я узнала, где сидит Гануш, и нашла его только спустя 4 или 5 игровых дней. Их там просто не было. Здесь я начала понимать, что это только начало, однако я не рассчитывала даже на такой прием. По пути, пока ты всех ищешь, что хочешь спать и есть, и тебе приходится постоянно искать котлы и кровать. На это тоже требуется время. This here is just a pile of copper. Следующая история началась на Пета. Надо было найти разбойника, и после того, как его сестра рассказала мне, где он, а я благополучно сдала Пета разбойникам, то мне нужно было подождать, пока они разберутся с парнем и дадут мне Dirty Green Money. В полночь появилась метка, что можно вернуться и забрать Dirty Green Money. Так как я хотела спать, то после того, как проснулась, увидела, что задание провалено и надо искать их убежище. Я облазила все поля и ничего не нашла. Лазила по интерактивной карте. На все про все у меня ушло уже 2 вечера. Потом я уже начала переигрывать квесты, больше никаких меток о том, что надо забрать денег, не было. То есть они приходили к Пета, тусили там какое-то время и уходили, и квест автоматически был провальным. Я приходила на место, где жил Пета, и там уже никого не было. С 8-го раза мне удалось все-таки выполнить этот квест, потому что я банально не могла понять, что происходит и почему в один момент квест в то же время засчитывался, а при перезагрузке уже считался невыполненным. Пока ты пытаешься что-то объяснить себе, в кат-сценах и во время диалогов постоянно дрыгались персонажи, и за это прохождение я потеряла 2 литра крови из глаз. Самый эпик был, как вы думаете, где? На коротышке. Эта тварь выносила не только меня, но я вообще не была к этому готова. Перед тем, как идти на нападение, нужно изучить навык Крошитель черепов, и таким образом есть шанс, что мы ударим по черепушке, и он сразу умрет. Про лук я вообще молчу. Стрелять без метки из лука на геймпаде — это как если вы будете есть шаурму с соусом в белоснежном костюме и пытаться не обляпаться. Стрельба в Киндоме из лука — это за гранью моего понимания, поэтому у меня было всего 2 варианта. Пройти, прокачаться и только потом идти в налет, или же попытаться минимизировать ранения на поле боя. А это сделать почти невозможно, потому что если не вовлечен в процесс хоть немного, то задание проваливается, потому что из-за тебя, тварь, все твои товарищи погибли. Я, кстати, вызывала максимальное количество солдат отовсюду. На то, чтобы понять, как мне лучше поступить, я потратила еще вечер. Я помню, у меня была такая супер попытка классная, но случилось вот это. Я была такая злая, капец. После того, как я несколько раз меняла шмот, сохранялась, даже немного прокачала какие-то характеристики, то спустя 8 часов, а я точно помню, что прошло 8 часов, потому что начала я в 5 вечера, а закончила в час ночи, коротышка был повержен. Я была в шоке, ведь именно на нем я и научилась драться относительно. Дойдя до коротышки, я почему-то подумала, что дело близится к концу.
Это была только середина, а дальше была вообще пушка. Есть задание с дедом, который помогает тебе найти шахту, и когда ты с ним приходишь на место, во-первых, он почему-то один раз вместе с тобой двигался, а если ты перезапускаешь игру, то он уже стоит на месте, где ты должен схватить главного. Я приходила туда раз 100, и он вообще не двигался. Диалога просто не было. На это ушло еще 2 вечера, потому что я перезапускала, начинала задание заново, отматывала сохранение на 2 задания назад, и ничего. Абсолютно ничего не происходило. Во всей этой ситуации я вообще не понимаю, как у меня хватило терпения не бросить это все к херам собачьим и не уйти в новую игрушку. Нет, я прям четко задалась целью и не сворачивала ни на шаг. Я преодолела все баги, преодолела какие-то странные задания, бой с коротышкой. Он не был забагнутый, просто сам коротышка задолбал, и я все равно хотела пройти весь сюжет. О никакой платине я даже не говорю, однако меня самой поразило то, что я стала такой железной и терпеливой. Любой нормальный человек уже давным-давно забросил бы Чехов и ушел, но меня прям накрыла эта атмосфера, и я смогла дотерпеть. Я рассказываю только самые запоминающиеся моменты, а сколько было маленьких, вы себе даже не представляете. Застревание в локации намертво, невозможность повернуться во время боя, когда надо было попасть в монастырь вместо парня. Нужно было его телохранителя или скорее надзирателя немного расслабить. Чтобы это сделать, нужно прокачать красноречие, а я вообще этим не занималась, и мне пришлось еще вечер ходить по всей карте, открывать диалоги и со всеми разговаривать, чтобы я продолжила сюжет. Потом к нему нужно было подкрасться, и почему-то именно его нельзя придушить, то есть только украсть у него бумажки. Он проснулся, побежал орать, насилуют, убивают. Я его убила и думаю, отлично, я заберу бумажки и пойду. Нет, меня нашла стража, а этот мертвый мужик просто встал и пошел. После я попадаю в монастырь. Я не рассказываю здесь именно сюжет, но сами места ничего вам не объяснят и добавят драматичности. В монастыре мне нужно было спланировать план, и пока ты его планируешь, у самого монастыря есть определенные дела, которые ты должен делать, иначе ты будешь сидеть в келье один почти сутки. Я просидела таких ночей штук 20, пока до меня не дошло, куда идти. То есть спрятаться ты не сможешь в любом случае, потому что главный потом будет тебе предъявлять, что тебя не было на утренней службе, которая, кстати, не быстрая от слова совсем. Потом ты должен поесть, потом в зависимости от того, что ты выбрал, в моем случае это было чтение, нужно сидеть и выполнять эти задания. Да, они недолгие, но когда ты уже до этого 2 недели разбирался с багами, учился читать, пытался понять, как держать меч, то у тебя уже крыша едет от любых мимолетных задержек. Еле-еле черепашкой все-таки получилось выполнить квесты в монастыре. Причем можно было и не выполнять их, а пойти по другому пути, вроде как, но я же бессмертная, а точнее здесь точно сыграла слабоумие и отвага. Но теперь я точно знаю, что такое средневековый монастырь. Кстати, в монастыре убить тоже никого нельзя. Я уже хотела не сбежать с человеком, а убить его, а в итоге нет. Ты не можешь его придушить по-тихому ночью. Почему? Неизвестно. Почему на улице ты можешь подкрасться, а в монастыре нет? Божий промысел, конечно, не позволит, но мы ведь в игре. Почему нет? Зато в монастыре я научилась делать отвары. Интересно сделано, что тебе надо прям прочитать, чего и сколько брать, что налить, а там есть и спирт, и вода, что превратить в порошок, а что закинуть просто так. То есть Kingdom тебя прям заставляет изучать все как в реальной жизни. Ты тратишь время на такие мелкие дела, и поначалу так не хочется, потому что ты привык в любой игре все делать быстро и сосредотачиваться именно на сюжете. А тут ты прям должен, обязан пройти все круги ада, и тогда ты даже начинаешь получать от этого удовольствие. Когда я вышла на свободу после монастыря, боже, мне стало так хорошо, будто я действительно просидела в заточении в реальной жизни. На этом мои страдания не закончились. Мне нужно было тайно забрать документы у одного человечка. Так как его не было дома, мне пришлось искать его по всем дворам. После того, как я его нашла, то тайно украсть ничего не получилось, и в итоге я его убила. А он опять выжил через пару минут, и получается, теперь я не могу к нему подойти. А мне нужен именно он. Спустя несколько дней он также обо мне не забыл. Я думаю, хорошо, сдамся властям, и может через тюрьму как-то разрулится ситуация, но нет. Они меня не забрали, хоть прямо перед ними я избивала парня, и ничего не произошло. Помогли несколько ночей сна. Самый прекрасный случай с тюрьмой был после деда-пенсионера, которого я победила, но он мне сильно навалял. Была безлунная ночь, а ночью, как оказывается, банщицы не работают. А когда сильные раны, то тебе нужно только к ним, и никто тебе не поможет. Ты не можешь переспать в корчме, не можешь почти нигде поесть, и ты истекаешь кровью. Дождаться утра ты не можешь. И я так бегала несколько часов и пыталась придумать выход из положения. В итоге я напала на охранника, и он отвел меня в тюрьму. Я просидела там 10 дней и вышла
абсолютно здоровая. Однако в тот момент до тюрьмы я думала, что моя жизнь закончена. Пока я все это проходила, прошло 3 недели. И вот, наконец, я почти дошла до конца. Оставалось еще очень много дел, однако, когда я увидела эти эпичные кат-сцены, когда все собрались вместе, мы вроде уже не такое чмо, и это, кстати, очень интересно. Начинали мы как чепушила последняя, а в конце прям такие рыцари, повидавшие жизнь и смерть, и когда доходишь до последних боев, то весь твой путь уже не кажется таким уж страшным. Хотя вы даже не представляете, сколько раз я била геймпад, как я орала от злости, когда у тебя что-то начинало получаться, и все заканчивалось не по твоей вине, а из-за каких-то игровых багов. Но все это становится абсолютно неважным, ведь теперь ты смотришь на Индриха, и тебя берет настоящая гордость за то, что ты проделал такой долгий, утомительный, я бы даже сказала, мучительный путь. Сколько было ситуаций, когда я вставала намертво, сколько было абсолютно наитупейших заданий по типу «принеси», «найди», а они заполняли почти все пространство сюжетной линии. И лишь маленькие воинствующие кат-сцены полностью меняют твое мировоззрение Kingdom Come, и ты начинаешь его по-настоящему любить. Я помню всего 3 главных момента, на которых я понимала, что все не зря. Когда Индриха спасает Тереза, когда паны собираются вместе, чтобы напасть на укрытие, и в самом конце последние диалоги Индриха с персонажами, и это божественно. Ты не можешь оторваться, тебя переполняют дикие чувства радости, приятной грусти, можно пустить скупую мужскую слезу, и ты так счастлив, и в этот момент забываешь все. Несмотря на абсолютно неинтересные квесты в середине сюжетки, в конце становится дико интересно. Паны обсуждают, как они будут нападать на замок, и строят военные тактики, и ты не можешь оторваться. Больше всего я кайфанула от деда Дивиша, он здесь самый крутой. Несмотря на преклонный возраст, хотя если это средневековье, то ему может быть лет 50. Они в то время быстро сидели, и несмотря на это, Дивиш шикарно соображал и прекрасно выстраивал всю стратегическую работу. Вообще, когда Рацик, Дивиш и Гануш собрались вместе, это было так же эпично, как смотреть «Мстителей» или «Лигу справедливости». У тебя аж внутри все переворачивалось от такой важности и крутости. И Дивиш, и Рацик, и Гануш воевали как в последний раз, что вызывало еще большую гордость, и ты прям не мог остановиться. Их так хорошо сделали, что не было ощущения, будто это какие-то игровые персонажи. В то же время они не единственные, кто был интересен. Поначалу Яна Птачика можно не любить, однако в конце он и Индрих ведут себя как братья, и это так круто. Ты прям видел, как они начинали и терпеть друг друга не могли, а в последнем бою Птачик тебя защищает, и шутки за 300 даже вызывают симпатию, нежели отвращение. Тереза становится настоящей женой, потому что ты водишь ее на свидание, общаешься, а ее отец Мельник становится как третьим родным отцом. Непонятно, почему в диалогах нашего героя зовут Индриха, озвучивают как Генри. Вообще английская озвучка в Киндоме так режет слух, потому что озвучивали чехи и было слышно акцент. Поэтому озвучка мне вообще не понравилась. Могли сделать как в RDR 2. Просто их родной язык оставить, а русские субтитры добавить. Все равно я так и играла все время, причем сама игра ведь про Чехию, а точнее про 1403 год. Да, действительно, крупные события имели место быть, и в истории был правитель Сигизмунд, про которого пойдет речь в игре. То есть чехи взяли нашего героя и посадили в настоящие исторические события. Политические диалоги в конце игры невероятно интересны. Это единственная игра про средневековье, где я сидела и читала прям диалоги про правителей и то, как они собираются с ними взаимодействовать. В этой сфере к чехам вообще нет претензий. После таких обалденных положительных моментов и таких диких отрицательных, я не могу сказать ни о том, что она на 100% замечательная, ни о том, что она отвратительная. Она жизненная. Если вы хотите поиграть в жизнь, то Kingdom Come идеально вам подойдет. Здесь необычно реалистичная природа. Вам предстоит научиться читать, не просто нажимая 2 кнопки, а действительно открывать книги, все это прочитывать, выбирать правильный ответ. Чтобы научиться делать настои, надо будет делать все по инструкции. Чтобы скрывать замки, то тут я не знаю, каким надо быть гуру искусным масть, потому что на геймпаде у меня ни разу не получилось хоть один замочек открыть. Кражу я тренировала несколько раз и не могу сказать, что это тоже простое занятие. То есть это не 2 кнопки нажимать, вам надо отсчитать время и за эти секунды посмотреть инвентарь, и после того, как вы заберете предмет, еще и вернуться на ячейку с дверью и выйти. Здесь нет ничего для вашего удобства, начиная с телепорта, на котором будут поджидать какие-то паломники, бандиты и непонятные люди. Животных в игре нет. Хищных. Есть зайцы, куры и мелочь. Охотиться можно на зайцев, если захотите. Таким образом, хочешь не хочешь, но тебе придется погрузиться в Kingdom Come с головой. И в конце ты обалдеешь от того, какой огромный, интересный и потрясающий путь ты прошел. Kurva!